привет, друзья! Сегодня у нас ролик из нового места. Ну, как нового? Мы здесь уже были, но это было давно, и это не Петрозаводск. Угадайте, что это? А самые внимательные, наверное, сейчас могут разглядеть сзади вот там эту надпись с названием города Москва. Ребят, мы в Москве, 9 утра, мы только вышли из поезда, и мы приглашаем вас вместе с нами окунуться в эту замечательную атмосферу поездки на поезде в Москву. Давайте, приятного просмотра. Погнали! Так, все, мы сейчас выйдем попрощаться с городом. На солнышке хорошо. Друзья, я надеюсь, вы уже влепили лайк и написали комментарий «Погнали». Давайте сходу лайкосики под видосик. Вам не сложно, а нам приятно. Всем, кто уже поставил, огромное-огромное спасибо. Друзья, для тех, кто впервые на нашем канале, кстати, да, что мы не сказали, мы с вами начинаем наш маршрут с прекрасного города Петрозаводск, Республика Карелия. И вот такая замечательная сегодня погода, такое солнышко нас провожает. Солнышко у нас буквально только пару дней, и до этого было очень вьюжно, очень морозно, но сегодня нас провожает замечательная погода, и надеюсь, что Москва встретит не худший, в общем, будет только лучше. Вот. Все, до отправления поезда у нас осталось 9 минут. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Спасибо за внимание. Dear passengers, boarding us, high-speed train 160 from Petrozavodsk to Moscow. Continue. Дети уже там сидят, не знаю, видно, нет? Ну, нам видно, нам видно. Завели детей, да, вышли подышать петрозаводским воздухом на дорожку. Едем на 10 дней, на весь отпуск. Отпуск сейчас у нас 10 дней, уезжаем на весь отпуск, так что вот на дорожку подышать этим немножко морозным, но таким прекрасным воздухом. Кстати, пишите в комментарии, кто был на стриме из этого поезда. У нас скоро стрим будет. Да, и если вы впервые на нашем канале, обязательно в комментариях пишите, из какого вы города, и, может быть, бывали ли вы у нас в Карелии. Так, друзья, все, мы тронулись. Поехали! Москва, жди нас! Танцуют все. Что, побежит кто-нибудь? В прошлый раз, когда в Москву ехали, кто-то бежал. Кстати, мы засняли поезд, но не сказали, что мы едем на двухэтажном поезде, и едем мы на первом этаже, внизу. Мы уже не первый раз едем в двухэтажном поезде, ездили и внизу, и наверху, но внизу, честно, поудобнее, потому что наверху меньше места, вот у верхних мест получается. Как-то, по крайней мере, нам так показалось. И наверху немножко побольше качает. Звезда. Побольше качает. В общем, поэтому мы предпочитаем первый этаж. Ну, в принципе, на втором тоже нормально ездить можно. Что у нас там за окном? Вагон-лаборатория. До сих пор еще не верится, что все, вот он, наступил уже отпуск. И что мы уже в поезде, даже не верится. Шла полдороги, думала, ничего ли мы не забыли. А потом поймался на мысли, что, ну, если и забыли, бог с ним. Главное взять документы, деньги и телефоны. А остальное не так важно, на самом деле. Вот, обязательно попозже покажем, что купили с собой из продуктов. И еще у меня огромнейшая радость, для тех, кто не знает, я большая поклонница Гарри Поттера. И у меня есть дома книги Гарри Поттеровские, но всего там 7 книг, для тех, кто не знает. Кто-то, как оказалось, благодаря Ютубу я узнала, что некоторые люди вообще даже никогда не смотрели и уж тем более не читали Гарри Поттера. А я очень люблю книги, потому что там информации намного больше, чем в фильмах. Если снимать фильмы полностью по книге, то там фильмы получились бы, наверное, с десяток часов каждый. И, в общем, у меня есть дома книги, но, во-первых, не все, во-вторых, уже такие некоторые далеко не новые. Заказала себе
целую серию, все 7 книг в переводе Росман, мой любимый Росман. Те, кто читает Гарри Поттера, тот поймет. И они должны были прийти еще позавчера, не пришли, вчера не пришли. Я была очень расстроена, я так хотела взять с собой книгу в поездку. И в итоге сегодня, вы не поверите, за 10 минут до выхода из дома мне пришло уведомление, что они пришли. А нам уже выходить через 10 минут буквально на поезд. И хорошо, что у нас рядом Озон, буквально там минуты 3 бежать. Ярослав сбегал и получил мои книги. Думала, что придут пораньше, сниму обязательно распаковочку, все такое. Ничего такого не было, быстро коробку вскрыла, первую книгу схватила, все. Я очень рада, попозже с вами тоже посмотрим, что там, как там, чем они отличаются от книг тех 2000. Ой, ничего себе, что тут строят? Какая-то стройка. Так что все будет дальше. Станций у нас, по-моему, не особо сильно много. В основном какие-то коротенькие будут. Вот Сартовала будет очень длинная. Ну, каждую станцию вам обязательно покажем, все расскажем. Ну, каждую, на которую выходить можно. Мы в окошко еще покажем. А, ну в окошко еще. Да. Маршрут у нас вообще довольно интересный. Едем в сторону Рускеала, если кто-то понимает, о чем я говорю, но я думаю, что очень многие понимают. Так, у нас уже начинается трапеза. Едем мы минут 15, но Ромашка увидел свое шоколадное яйцо. Будем начинать уже кушать. Сейчас посмотрим, что за игрушка попадется. Рома у нас любит полный рот сразу напихать. Да и он тает же в руках, скажи, да? Прикол. Надеюсь, что-то новенькое. Чего так смотришь на меня? О, Панда. это панда. Ничего себе красота. О. О, Рома, это смотри, не поезд для уборки снега. Конечно, с игрушками из наших посмотри. киндеров уже сейчас никакие игрушки не сравнятся. Ну, это да. Кто коллекционировал, ребята, игрушки из киндеров в 90-е годы, пишите. Да, пишите, какие у вас там, что Бегемотики, коллекционировали. пингвинчики, я собирала все. Может, кто еще что вспомнит, что мы не вспомнили. Аладдин еще какой-то был, я помню. Там много чего. Так, это что у нас за улица? Вот Это там проспект заброшка. Первомайский. А, Первомайский, наверное. Еще пока едем в городе. Уже третья заброшка, а вот уже четвертая заброшка. Там он сгорел, по-моему, даже. Тут, наверное, их расселяют уже все. Расселили, наверное. А вон еще. Ну да, тут прям Заколочены много. все окна. Это может быть. Белые, белоснежные сугробы, как видите. Реально все черные просто. На Киарику туда. Короче, вот такая панда попалась. Это, наверное, Шуйское шоссе или что? А, нет. Вон там самолет летит. Так, все, уже небольшой лесочек пошел. Тут уже все, конечно, беленький снежок. Но как мы надо. еще как Да, бы в городе. самолет там летит. Как бы в городе. Ну, уже прям такая окраина. Песня заиграла в вагоне. Но на нее есть авторские права, поэтому мы не будем тут ее. Долго будет Карелия снится, в общем, песня. Поезда, 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 ты поезда.
поезда, поезда. Что, друзья, по традиции, обзорчик купешечки. Ну, в купе, понятно, 4 места. Значит, что, позади меня зеркало в полный рост нам попалось. Отлично, очень это дело люблю. Здесь есть переключатель света, есть такой вот большой свет, есть маленький свет. Можно выбирать, какой свет вам нужен. Вход у нас по электронным карточкам. У нас есть 4 карточки электронные на каждого. Покажешь? Ну такая. Ну 4 штуки. Красота. Бывало, нам просто белые попадались тут красивенькие. Здесь вот прикладывать нужно карту, если с этой стороны. С той стороны тоже где-то там как раз прикладывать карту. Также можно просто закрываться на замок. С этой стороны кнопочка вызова проводника. Также есть крючочки, вешалочки, чтобы повесить вашу верхнюю одежду. Есть вот такие полочки внизу и наверху. Есть свет маленький. Ромашка, включи. Есть свет маленький такой и внизу, и наверху. Внизу 2 розетки у одного места, у второго места. И наверху 2 зарядки USB, где просто провод втыкается. Так, что у нас? 4 комплекта постельного белья. Интересно, что у нас там будет, пододеяльник или нет. Не знаю, все ли знают, все ли обращали внимание, что зачастую в поездах вместо пододеяльника кладут вторую кнопку. Давайте один вскроем ради интереса, посмотрим, что у нас все-таки будет. Пододеяльник или вторая простыня. Похоже, что пододеяльник. Похоже, что пододеяльник, да? Ну да. Или это просто так сложно, подождите. Загадка дырю. Нет, все-таки пододеяльник. Отлично, у нас сегодня пододеяльник. А полотенце? Не знаю, если вы давно с нами и видели наши предыдущие поездочки, то видели, что в одной из поездок... ну да, тут нормально. В одной из поездок нам вместо полотенец, да, точнее так называемые полотенца, которые были какие-то кусочки тряпочки. В общем, постельное белье лайкосик. Дальше нам здесь положили 3 журнала, не знаю почему, правда 3. Каждый месяц они обновляются. Вот март 2025 можно почитать. Тут Кавказ, Владивосток, всякие разные интересные интересности, но почему-то их 3. Есть еще, зайчик, дай покажи мне каталог. Есть товары в дорогу, смотрю новый каталог. До этого был другой при прошлой нашей поездочке. Правда, постоянно сталкиваемся с тем, что товаров из этого каталога у проводников практически никогда нет. Ну, посмотрим, тут вкратце подстаканничек. 80 лет победы, 8500. 8500, ребят, лимитированная серия. Обалдеть. Кофеек 3 в одном. Ну, я не вижу смысла покупать 3 в одном за 150, если обычный кофе примерно так же здесь стоит, да, нормальный, хороший кофе из кофемашины. Чаек 3 в одном можно взять. Ой, 3 в одном. Чаек Гринфилд в пирамидках можно взять за 70 рублей. А вот кофе, приготовленный в кофемашине, 175. Ване очень нравится этот кофе. Я кофе не люблю. Мороженое в предыдущих каталогах вообще не видела. Впервые вижу мороженое. Вот можете цены наблюдать. Печеньки, пряники, какие-то напитки. С напитками тоже, конечно, написано одно по факту. Почти никогда ничего нет, но может быть что-то изменилось, конечно. Чипсики, сухарики, бичарики, подстаканники вот подешевле есть. 2500, 3675, 5980, карандаш сувенирный. Здесь вот такие классные магнитики на холодильник, флешечки тоже. И вот они по цене, в принципе, довольно приятные, скажем так, да. Союз мультфильм серия. Большой каталог стал, мне кажется, был меньше. Товары для детей, если забыли взять детям, можно взять что-то порисовать. И даже есть у них, смотрю, манежи, тапочки, подушечки для путешествий и все такое. В общем, вроде все вам показала, рассказала. Если что-то еще вспомню, то обязательно добавлю. Друзья, у нас первая остановочка Челна Онежская. Ну, в простонародье просто Челна. Стоим мы здесь 1 минуту. Следующая у нас также будет стояночка через час 1 минута. Это мы с вами поехали по нашей любимой республике. Тут вроде домики вот прикольные. Или не тут, я уже не помню. До свидания. Упала? Да. Ну, хоть не клубника? Клубнику я сразу съел. Клубнику сразу съел? Молодец, клубника это вкуснотень. В итоге Вот я тебе говорила, надо будет потом на юге еще взять там с разными вкусами. там уже с мороженого. С мороженым понравилось. Вообще-то есть просто там с нутеллой. Всякие просто. Нутелла с бананчиком.
Вообще станций очень много, но просто практически все они по 1 минуте. И у нас сейчас впереди с вами будет Эссела, потом Новые Пески. Сейчас вам назову минутные станции, которые, потому что на тех, на которых мы будем выходить, по факту с вами. Эссела, Новые Пески, Питсийоки, Лоймала, Райконкоски, Лепясюрья, Янисьярви, Черные Камни, Маткаселька, Морозная, Якима, Элисинваара, Хитола, Каменногорск, Зеленогорск, Белоостров, Чудово-Московская, Малая Вишера, Балагоя Московская. Эти все станции будут по 1 минуте. Также в Твери будет стоянка 2 минуты. Ну, а вот есть у нас еще станции, которые подольше, на них мы обязательно выйдем и там уже все озвучим и покажем, если будет что-то. Не знаю, видно там нет, но здесь, короче, идет вдоль железной дороги лыжня. Видно, что на лыжах катаются люди. Я, кстати, очень люблю лыжи. Но Любила. очень давно на них не каталась. Нет, я их люблю. Ну, так Просто я давно на них не каталась. А в этом году зима какая-то была не очень. Еще не показала, вот такие вот брошюрки у нас есть. Каждый раз, когда едем в этом поезде, они здесь лежат. Это, конечно, больше не для нас, наверное, а для туристов, которые из Москвы едут. Здесь вот написано, что можно посетить в Карелии, да, такое, наверное, одно из самых важных. Ну, сам Петрозаводск, естественно, тут описание небольшое, остров Кижи, Онежские петроглифы, Сарнавала, Рускеала. В общем, если люди едут из Москвы, и у них нет планов куда пойти, то они могут здесь это все посмотреть. Туристические поезда, написано Валаам остров. В общем, очень интересно, очень полезно. В общем, чего тут только нет. Пришли целый стол, как всегда, заложен журналами, каталогами, брошюрами. В общем, такие дела. А я вот уже все думаю, что пора бы что-нибудь покушать. Все-таки время обеда. Как-то из дома мы выходили, было в районе 12, первый час, наверное, где-то было. И вроде еще рано было есть. А сейчас уже в районе 3. Что вы думаете? Я думаю, пора. что думаете, да, пишите в комментариях, кушать или не кушать. Конечно, мы к тому времени уже покушаем, но тем не менее, ждем всех в комментариях. И если еще не поставил лайк, это самое время. Я пока вот водичку пью. Ну, кока-колу еще немножко попью, но что-то перехотел уже колу, теперь пью воду. И за окном у нас пока ничего не меняется. Короче, у нас проблема. Мы забыли нож и столовые приборы. Не взяли ни вилки, ни ложки. У нас с собой готовая еда, готовый обедик мы взяли. Мы пожарили картошечку, сварили макарошки, котлетки, мяска немножко пожарили. У нас есть кетчуп, хлеб, булка, все, что полагается, но нет вилок и ложек. Так у проводника мы не возьмем. У нее-то откуда? У нее только маленькие ложки. Ну, придется маленькими ложками есть, короче. Да. Ладно, сейчас Катя сходит или я схожу. А, че я? Ну, сейчас мы на чичиков сыграем, кто пойдет. Да, и кто-нибудь пойдет. Так, у Кати пошел второй тазик. Угу. Третий. Ну, картошки здесь где-то килограммов, ну, может, нет, килограмм, наверное, не больше. Сетка была 3 килограмма. А, ну, килограмм точно тут есть. А если по литрам, то это, по-моему, литр 200 контейнер. Катя как аппетитно кушает. Очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас еще Рома будет кушать. Но он макароны выбрал. Да, тоже, если кто не в курсе, мы так разделились в семье, что Ваня у нас с Ромашкой предпочитает макароны, а мы с Ясей картошечку. Не, я картошку вареную люблю, а так жареную не особо. Рома тоже кушать взял. Макарошки, котлетка. Огурчики не стал.
Ну, нож еще не взяли, поэтому вот ровно вот так есть. Нормально. Так, давайте посмотрим, что тут по туалету. Ну, вроде не пахнет. Бумага есть. Эта штука есть, полотенце есть. На сиденье насад тоже есть. Блин, сорян за съемку, потому что я что-то не привык вот так вот снимать такой камерой. Все-таки экшен поудобнее в этом плане. И график уборки. Вода аж тепленькая, ой, горячая. Как холодную-то сделать? Нарисовано. А, вот, на себя. Хорошо. Так, сейчас посмотрим, есть ли там кулер с холодной водой. Да, вот есть. А вот воды набрать потом холодной, если закончится. Так, все, теперь у нас сел Ярослав кушать. Рома еще продолжает. Так, мы, кстати, да, вот, половинку-то возьми. А, такой же целый кусок. Вот сыр еще такой. Ребятам нравится. Паштет еще взяли. Я, честно, не скажу, что часто, да, едим паштет. Не скажу, что мы сильные его поклонники. Но иной раз бывает прям вот так вот захочется. И в дорогу всегда обязательно покупаю, чтобы, если что, на булочку намазать, быстренько покушать. 99 рублей, маленькая баночка, удобненько. На один раз взяли, все помазали, поели и все. И красота. Так, все. Или потом еще покажем, что. А, огурец. А, показывали, да. Сейчас скоро буду уже читать. Сейчас все покушают, и буду располагаться, читать. Потом расскажу вам, как там обстоят дела с переводом, со страницы, со всем остальным. Ну, по отзывам читала, конечно же, читала отзывы. Как бы коллекцию целую покупать, это вообще нифига не дешево, поэтому обязательно читала отзывы. По отзывам прям книги должны быть хорошие. Вижу, что немножко тоньше, мне кажется, чем вот книги из 2000-х. Ну, посмотрим. Ну, я думаю, из-за толщины страницы еще все-таки. Так вот, посмотрим. Ребята, эссеево. Посмотрим, что тут есть. У нас, кстати, раньше продавалось повсюду масло и прочая молочная продукция из-за ссылы. А сейчас в последнее время я что-то не вижу. Не знаю, то ли закрылся завод, то ли меньше стали поставлять. Скорее всего. Вряд ли они прекратили. Не, ну хотя если регионы какие-то подписались, там что-то, может, они в регионы теперь отправляют куда-то. С такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. Катя уже книгу начинает чуть-чуть читать. Да не могу дождаться, когда освободится кровать. Да, поедет. Ух, смачно упал.
ребята, пошла небольшая горная местность. Ну, в принципе, уже и кончилось. Не успел заснять нормально. Какая разница, гористая или горная? Там вообще скалы, что скалистая. Живописная дорога. А, ну на камере не видно. Тут, наверное, летом вообще круто. Ваня тоже кушает, если кто не понял. Да, кстати, я кушаю. В общем, там идет дорога автомобильная. И Мотозеро, по-моему. Так, ребят, поезд Деда Мороза. Локомотив, вернее. А может весь поезд, не знаю. Вот он с гирляндами. Не видно. Так, все, Катя увлеклась чтением. Рома тут спрашивает, поставили лайки или нет. Давай вслух читай. Странно, но ведь кошки почему-то развеселил его. Это следовало ожидать, пробормотал он, усмехнувшись. Наконец, во внутреннем кармане он нашел то, что искал. Это был предмет, похожий на серебряную зажигалку. Альбус Дамблдор откинул серебряную крышечку, поднял зажигалку и щелкнул. Ближний... Поезда, 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 поездатые поезда. Поездатые поезда. Поездатые поезда. Поезда, поездатые поезда. Поездатые поезда. Так, у нас первая вылазка. Да, Суэры. Стоянка 12 минут. Оля, Ну, прохладненько, да? Ну, в прошлый раз тут и были тоже. Мы прям даже остановились около этого же длинного участка. Суоярви был основан в 1940 году, и население ее около 7 тысяч человек. Мы все так же с вами находимся в республике Карелия. Здесь, наверное, дальше не пойдем, что тут. В общем, как сами понимаете, смотрите, особо сильно нечего. А я все так же читаю. Книжка, короче, вообще огонь. Перевод идеальный. Страницы немножко тонковатые, но это, в принципе, никак не влияет, да, на саму книгу. В общем, все прекрасно. Лежу, читаю. Немножко где-то поклонила сон. Думаю, что, возможно, даже поезд — это единственное место вообще, где я могу поспать днем. Дома я никогда не могу спать днем. А в поезде запросто. И вот, думаю, даже немножечко после этой станции, может быть, покемарить. Новости этого часа. Ну, такое ощущение, как будто на камере из-за света. Экран маленький, плохо видно. Так ощущение, как тут прохладнее, чем у нас. Мгм. Все, мы тронулись.
Тоже много разрушенных построек каких-то, сараев. Питьеки какие-то. Питьеки. Рома, кстати, обожает такие маленькие машинки и всегда их с собой берет в любую поездку. Но это еще не все, там еще у него в рюкзаке они лежат. Катя легла спать, в общем, я тут смотрю ютубчик. Так, все, Рома достал все машинки. Ну, с портфеля достали, да. Тут 2 мотоцикла еще у него. Вот туда идет. Стараемся, да, еще дома 300 штук. Стараемся покупать Hot Wheels. Но Рома уже, в принципе, и обычные берет, если что-то прикольное попадается, да? Раньше только Hot Wheels собирали. Hot Wheels у нас, наверное, штук 200 точно. Ну, кто не видел, ищите видео на канале, там есть его полки, такие стеллажи, короче, и там вот дырочки такие под машинки. Вот, 200 штук. Надо 3-ю полку купить, все забываем. Да, там внизу полицейские у него сложены, где-то у него спецтранспорт, всякие автобусы. И вот из последнего вот такую ему купил. Какой-то автобус прикольный, типа Volkswagen. Какая-то река замерзшая. Ну, по крайней мере, похоже. И солнце в нашу сторону слепит. Нормально, наверное, не подснять будет. Ничего, если что-то будет. Ну что, вкусное? Да? Мама, в общем, кушает вот такую вафлю без сахара, написано, со вкусом манго. Он танцует, балдеет. Тут, кстати, больше снега. Там... Ну да. Угу.
Пришли скавы какие-то. И опять кончились. Катя по-прежнему спит, кстати. Матка Селька. Алкашника. Так, это мы сейчас где, что? Короче, не знаю, где мы. Но уже очень рядом с Сартовалой. На Хилюля. Хилюля. Больше ничего интересного не видно. Тут уже такие эти названия станции указаны в таком, как это, дизайне рускеальском. Видимо, по этим станциям идет рускеальский поезд. Потому что они такие синенькие. Отличаются, короче, от обычного. Ну да. Так, тут, видимо, водоем. А, да, водоем, я вспомнил. Там люди ходят. Летом мы же ехали, когда в Рускеалу, там дети там не было. Кстати, ребята, кто не видел, мало ли, у нас на канале есть видео. И есть поездка на поезде в Рускеалу с пересадками. И есть видео с самой Рускеалы. Если не видели, обязательно посмотрите. Если не забудем, то добавим где-нибудь подсказку. У Ромы стоит телефон, вот так скачиваются мультики, потому что мы забыли скачать дома ему. А игры не играют без интернета, в общем. В общем, мы уже подъезжаем к Сартовале. Сартовальская центральная районная больница. Такие домики. На улице потемнело, теперь окно отражает, в общем. Опять какой-то водоем. Или нет? Ну, наверное, да. Сейчас, наверное, выходить будут многие опять, как тогда. У нас в прошлый раз на этом поезде, по крайней мере, наш весь вагон вышел в Сартовале. И далее до Москвы мы ехали одни во всем вагоне, как цари. Не, ну тут кто подсаживался, они, наверное, в Москву едут. Хотя фиг знает. Все, мы, в общем, одеваемся, а вот паровоз.
стрим запускать, ребята. Ну, сейчас погуляем, снимем для вас ролик. Немножко и гулять пойдем. Фу, стримить пойдем. Вон паровозы дымят. Настоящие паровозы. На углях. Ну, здесь, кстати, туалет с музыкой, я помню, снимал там тоже ролик. Лавка не вижу, открыта, вроде открыта. Что, приветствуем вас в Сартовало. Кстати, вроде не склоняется город, мне кто-то Отсюда говорил. многие начинают свое путешествие в Рускеалу. Либо на Сартовальском экспрессе можно туда доехать, либо просто можно доехать туда на электричке, что гораздо дешевле. А как ездили мы, смотрите, все увидите на канале. Здесь еще холоднее. Угу. Да, Ром? Ром, иди к маме. Чё там холоднее? Ну да, здесь даже пара идет сорта. Но зато ветра вроде нет. Прям морозец такой чувствуется, потому что солнца уже тоже вообще нету. Будете прыгать? Однозначно. Очень красивая станция. Очень мне нравится с ее оформлением, дизайн. Но кто не был, Вокзал. увидите всю красоту впереди. Да, классный такой, кирпичный. Здесь стоянка у нас 1,5 часа, поэтому можно спокойно даже сходить в город, в магазин. Но нас это сейчас не интересует, но в прошлый раз мы ходили в город, в магазин, тут буквально идти минут 5, наверное, до магазина. Не надо? Нет, не надо, спасибо. Так, что, туда можно? Ну, 5 лет написано. Так, входим на такую клевую платформу. Сказочная, замечательная локация. Здесь он Баба Яга. Ну, туда, да, можно не идти. А тогда же вроде нельзя было так пройти. Тут Не, можно да, было, мол- закрыто было. Нет, было А, ну, закрыто. может быть. Мы там проходили же дальше. Так удобненько. И там за ним еще дымится паровоз. Красота страшная сила. Пойдем посмотрим, согласно берегу. Здесь еще березки в гирляндах. Но на видео не видно. Прям, мне кажется, тут круглый год Новый год, да? Да. Мы здесь тоже вот приезжали летом. Что, идем за гречкой? Пойдем посмотрим, новое интересное. Так, а карта где? Вот я. Так, ребят, в общем, зашли мы. Гречи нету. Зато есть вот такая штука. Кто пробовал, пишите. А что ты начала? Погремушка. Это уже несъедобно. Вон, предсказания можно. Свистулька. Ром, покажи, что купили. В итоге все-таки купили вот полбу и вот такую штуку я себе купил. Буду дома пить. пробовать. И тафуны. Также мерч есть. Поезд Деда Мороза. Овощные конфеты морковные.
Пастила творожная. Прикольно. Да, это вологодская продукция у нас. Пастила с орехами, пастила ночь, пастила шоколадная. Да, вот это сварено. Есть еще. Вот ледянки тоже. Ну, все, тогда, Все, да? погнали, Всё, да? спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо и вам. Кстати, летом я так летом, я так полагаю, здесь типа кафешечка. Ну, мы летом уже здесь были, напомню. Точно. Ну, почти летом были, да. Глинтвейн здесь можно купить, ребята, за 200 рублей. Только я не запомнил, безалкогольный или алкогольный. Ну, скорее всего, без. Ну хотя, может, и да. Блин, там против солнца снимать и не видно ничего. Также здесь колодец, но там песок, если честно. Мы открывали уже. Еще раз будешь пробовать открывать? Там шнур, ой, провода. Да? Шланги. Точно, шланги, да. А я думал, песок там. Туалет. Даже туалет оформлен. Сейчас. Там закрыт. Или открыт. Ну тут. О, нифига тут тепло. И вот птички чирикают, слышите? Есть мыло, вода, сушилка, все это там все работает. Как это называется? Ведро электрическое. От движения это. Да. Все всегда украшено в новогоднем стиле. Блин, жалко не видно, как березы светятся. Хотя, может, видно. Ну да, чуть-чуть видно. И поезд до Морозов, потому что здесь стоял. Сейчас один стоит, но на платформе, а другой там подальше. В общем, так атмосферненько. Атмосферненько, очень крутая станция. Да, только холодно. Кстати, как вам Катина куртка? Или мы уже спрашивали, что писали в комментариях? В общем, напишите, если что, пишите еще раз. В общем, новая куртка первый раз одела. На днях только купила, первый раз одела. Вот такая комфортная, очень теплая курточка. Но в футболке в ней сейчас немножечко. У меня тоже все в футболке. Вообще прохладно, блин, вообще классно смотрится так. Вообще ничего не купишь. Так, ребят, все, у нас пошел стрим. Привет, путешественник, как дорога, Валечка? Привет, привет, дорогая. И вот я купил Все хорошо, все себе сбитень карельский. Буду пробовать. Все хорошо. И Как у купили тебя дела? еще Как настроение? оба. Привет, хорошей дороги, Сашечка. Привет, привет, дорогая. Спасибо. Черная икра с баков. Да, за сутки 3800. Это у вас номер какой был? Одноместный или двухместный? Будем Не пробовать. сказать, что прям дешево. Все, мы, в общем, на стрим. Вам сколько Увидимся времени дальше. ехать надо? И суббота, и воскресенье. Так, ребят, у нас стрим до сих пор продолжается. Мы уже поехали. Так, мне очень нравится плоская, боковые места. Очень удобно сидеть и смотреть в окно. Так, в общем, Катя опять читает книгу, кушает сухарики свои любимые. Покажи свою закладку классную. Да. Хлеб особый. И Ярик, кстати, принес этот. Стаканы, ложки. Правда, сказали, говорят, что кипятка пока нету. Да, поэтому Напомню. Ярик вот. Для тех, кто не напомню, для тех, кто не знает, скажу для тех, кто не знает, в двухэтажных поездах нету вот этих вот, да, как Титан. титанов, где можно всегда набрать горячую воду. Ну, почти всегда, кстати, у нас была история, когда не было. И там горячей воды. Но здесь немножко другая схема, и здесь такое бывает, да, что горячей воды нету почаще, чем в плацкартных вагонах, которые с титаном. Но кулер между этажами стоит. Вообще, кстати, кулер там должен быть с горячей и холодной водой, я попозже Так, да. проверю. Так там написано красный, синий, там мы проходили, я быстрее красный, синий. Вот видишь, там все не кипятят, по идее. И Рома у нас тут смотрит Dogman мультик. Бутерброды жует. И бутербродики кушает. Скоро спать, а у нас ближайшая остановка, на
который можно будет выйти, это будет в Выборге. Если кто-то понимает, о чем я, без 15-12 ночи у нас будет остановка, полчаса будет стоянка. Не знаю, посмотрим, если не заснем, то, конечно же, выйдем. Ну, в общем, вы все, конечно же, увидите. Друзья, так и не показали, что мы купили. Короче, купили бананы. 3 штуки, Ярик не ест. И вот такие язычки. Да, слоеные, в общем, 2 штучки уже съели. Вообще мы взяли с собой, как я уже говорила, готовые макароны, готовую картошку, готовые котлеты и бекон с мяском немножко у Вани был пожаренный. Взяли хлеб, булку, паштет, сыр плавленый, забыли колбасу, косяк, впервые в жизни мы забыли колбасу. Так, кетчуп, это я потому что очень люблю кетчуп. Взяли еще бананы, я еще брала киви, но, видимо, Ваня не взял киви. Думала, мало ли захочется. Язычки слоеные взяли. Взяли детям на пробу, ни разу не брали, блин, крошек накрошили. Вот такие, в общем, всякие сладости детские, без сахара. Впервые попробовали, Роме не очень зашло, Ярику нормально. Тут вафли шоколадные, еще какие-то вафли. Тут еще какие-то вот 3 батончика тоже. Яблоко, вишня, овсяные квадры с лесными ягодами, что-то там еще с апельсинкой. Еще не пробовали, будем пробовать. Потом еще вот там вкусняшки всякие. Это Ярик себе взял витамин. Взяли такую, протеин, такой, а их 2. Вот такую штуку. Это тоже, кто не пробовали, взяли на пробу. Ну и вот такой. Кто пробовал, пишите, как вам. Так, еще у нас такой рулетик с маком. Кстати, забыли рулетик. Точно. Рулетик. Печеньки такие тоже с маком, с шоколадом взяли. Чипсики. Сухарики, моя любимая фишечка. Хрустим у детей сухарики тоже есть. Кофе 3 в одном тоже. Вот чай мы забыли, а кофе 3 в одном взяли. И шоколадочка еще такая. Вот, из напитков брали воду, колу и у меня адреналин еще, мой любимый. Тут баночка на целый день. Вот, в общем, все взяли прекрасно, все идеально хватает. Пообедали как положено, все готово, домашней едой. Еще вермишель быстрого приготовления у нас есть, на всякий случай. Пообедали как положено, домашней едой, тоже так овощи, фрукты есть. Чай только замыли, но кофе 3 в одном у нас есть. Вкусняшек всяких набрали, хлебобулочек отдельно набрали. Косяк у нас получился с тем, что мы чай забыли и колбасу. В принципе, в остальном всего достаточно, мне кажется. Даже более чем, наверное. Да? Да. Все. Рома лег. Ну, смотрит еще мультики, но маленький свет включил. Не знаю, во сколько еще будет включение у нас. Что, в час? Если не заснем, то без 15-12 выбор. Да. Может, выбор не будет. 22 загадываем желание, друзья. Так, у нас 23:10. Куда-то прибыли, непонятно. Куда мы прибыли? 23:10, Каменногорск. Ну, сейчас, сколько стоять будем тут? Минуту? Угу. Тронемся, если что-то будет, я включусь еще раз. Через 35 минут Выборг. Так, друзья, подъезжаем к Выборгу. Точнее, мы уже в Выборге. Да, подъезжаем к вокзалу. Уже вот-вот должны остановиться. Конечно, пойдем с вами. Выйдем на улочку, подышим свежим воздухом, посмотрим, есть ли что рядышком тут с нами интересно. Тоже, видишь, какая платформа высокая, он тоже внизу. Рома уже спит. А, Ярик тоже. Выборг был основан в 1293 году, но несмотря на то, что город такой древний, население его всего 71 тысяча человек.
представляете? Так, все. Выходим. Странно, мне кажется, стало теплее в вагоне, а написано, что уже плюс 21 вагон. Когда мы садились, было плюс 23. Что-то я, не помню, мы этим же маршрутом уже ездили на этом же самом поезде, но вот этого я что-то как-то не помню. Помнишь? Мя. На стене светится. Хотел сказать иллюстрация. Там, короче, Родина-мать, написано 80. Победа. Победа. Тут сразу заправочка рядом, стояночка и город. Вот он, вагон прям. Ну, в принципе, все. Пойдем посмотрим, посмотрим. Пойдем. Стоим полчаса. Дети уже спят, кстати, очень много людей на улице. Ну, в принципе, еще не очень поздно, без 15-12 ночи. Ого, нифига там на посадку людей. И, кстати, да, мы находимся с вами уже в Ленинградской области. Это не республика Карелия. Вот наши окошечки. Закрыли опять двери на электронный замок, на карточку. Замки работают хорошо, очень удобно по мне. Полицейский стоит, смотрит на меня. По люстре. О, офигеть. Не видно там. Также в Выборге очень-очень много достопримечательностей, более 300 памятников разных архитектуры, искусства и всего такого прочего. Ого, тут на посадку людей. Ну вот нам зацепили какие-то вагоны обычные. Ну, тут, видимо, ресторан и что-то еще. Вот уже. Я так особо не помню, город. что в городах было прям так город. В Липецке только тоже прям город. Вот. Ну хотя и то там надо обойти так здание вокзала. Тут классно. Прям захотелось погулять даже. Да, ребята, есть кто из Выборга или был кто в Выборге? Ждем в комментах обязательно. У меня фотки, видео тут красиво. Где-то есть местечко классное. О, нифига, прикольный ресторан. Вот это наш вагон-ресторан. Но мы сегодня с вами туда не собираемся. Вот, кстати, какой дизайн. Такие бирюзовые тона. Какой детейлс. Вау, прям очень красиво. Ну да. И светильники, шторки. Прям сразу какой-то Русскианский экспресс напоминает. Там какое-то классное здание. Отель это. Отель? Там, собственно, отель. А вон он Русскианский экспресс. А, все понятно, они, короче, их прицепляют. Это Куда-то. туристический, который эти. Да, да. Нет никого, можно посмотреть? Мгм. Нифига себе там Посмотрели. купешка. О, это Там СВ получается? Да. Две кровати есть, светильники такие, зеркало. И на двери, и на стене. Все в таких ретро, на двух стенах. Ретро, да? Это дизайне. Вешалочки деревянные, 4 штуки. Вода, аква, Светильничек, 2 водички. зеркало. Это, видимо, вот написано Русскианский экспресс, Москва, Рускеала. Да, вот это представляют вагоны, которые едут с Москвы до Рускеала и с Рускеалы до Москвы. Вот почему так долго еще стартовали стоим. Что-то потому что вообще они никого там нет. перецепляются. А, так он с Москвы, наверное, поедет. А, так написано же Москва. Все, Ну, то, что, значит, до Рускеала Москвы. тоже в Москву возвращаются. Ну, поэтому еще мы так Звезды. долго... А, это же на стриме спрашиваю, почему так долго На стрим камере не создавали? видно, блин. Потому что там прицепляют вагон-ресторан, прицепляют вот эти вагоны Рускеальского экспресса. Это туристический поезд.
Он там тоже идет, как-то можно купить сразу билет на него. Я не помню, 2 суток, что ли. Или 3 даже суток, если не 4. В общем, он идет, типа, выезжает с Москвы, приезжает в Сартовал, там пересаживается до Рускеалы, там целый день гулять, и потом, короче, обратно. Таким Видимо, наш вагон-ресторан, маршрутом. только вот этот, скорее всего. Нет, А, это тоже нет, это Воскресенский купе. экспресс. Это тоже Воскресенский экспресс. Ну, вон видно купе. Тут все закрыто, тут, наверное, люди. Там такая люстра на вокзале. И потолок. Господи, кто-то машина выезжает, а там уборщица со своей этой машиной, которая ездит машиной. Ребята Прекрасное настроение. веселятся. Классная такая станция. Центральный пропускной пункт. Там можно не пост. Даже все так мало машин, хотя время еще не сильно позднее, но тоже очень... А, ну правильно, тут население будет тоже небольшое. Вот направляюсь в ресторан Санкт-Петербурга в сторону Хельсинки. А, я туда, кстати, не Здесь увеличил. Граница же вообще рядом, Выборг. Да. Выборге, точно. Если вы не понимаете, почему я говорю так, Выборге. Да, я сейчас вставлю сюда. Да, я так хотела сказать, он здесь Ваня Да, не ставит. забудь. От 8 до 10 градусов мороза покажут термометры в Волхове, Кирише, Гатчине и Выборге. Сюда это из сводки погоды. Но кто Выборге. питерские каналы смотрит, точно знает про эту тему. Ну, там уже полиция пошла. А, все. Все. Концерт окончен. К ним полиция подошла. Все, к ним полиция подошла. Зарплата от 60 тысяч рублей. Все, ребятки. Увидимся уже, наверное, завтра. Да. Но это не точно. Будет еще одна станция, на которой можно выходить 15 минут, Санкт-Петербург, но это будет в 2 часа ночи. Не думаю, что мы будем выходить. Завтра нас ждет такой насыщенный день. Думаю, будем спать. Поэтому будем на сегодня прощаться. У вас сейчас пройдет буквально одно мгновение, а у нас пройдет целая ночь. Все. До скорого. Друзья, доброе утро. Всем доброе утро, друзья. Как я и говорила, у вас прошло всего одно мгновение, а у нас уже наступил новый день. Новый замечательный день, когда мы приезжаем в Москву. И ехать нам осталось буквально час, может быть даже чуть меньше. Мы уже все проснулись, заказали кофе, чай, сидим, ждем и потихонечку собираемся. Да, сейчас в Москве -2 смотрели. Да, но днем обещают до +6, а завтра уже до +11. Я, хотела взять с собой кожанку, уже пожалела, что не взяла. А вдруг будет реально тактика? Ну, если без ветра, то это будет жарко даже. Очередь в туалет, ребята, катастрофическая. Я такой не видела никогда. Прям вот никогда за столько десятков наших поездок никогда не видела. Просто открываешь дверь с купе, очередь еще там стоит. Оказывается, секрет весь в том, что еще и соседний вагон ходит к нам в туалет. Представляете? Это вообще жесть. Не попасть. Я так полагаю, что это уже какое-то Подмосковье тут, наверное. Конечно, учитывая, что у нас сеть уже поедут давно. Ну да, сети уже работают стабильно, долго. Как Мария сравнила. Когда мы выезжаем из Петрозаводска, через 5 минут уже нет сети. Когда мы едем в Москву, за 1,5 часа уже есть сеть. Да. Сравнили. Чего там, зайчик? Ага, дым. Смотри, гараж двухэтажный, видишь? А вон там еще двухэтажный. Ай, смотри, вон тут это прям тренд.
Ничего себе. Спасибо. Нет. Нет. Так, ребят, вообще кофе принесли и чай. Да, сколько это вместишь, я даже не знаю. Сахар дополнительно оплачивается почему-то. Так, 10 вот. рублей. 265 рублей чай и Ну, кофе вышло. 10 рублей вот такой пакетик мы 4 взяли. Что, вот кофе прям вообще зачетный. Возьми, попробуй, да. Держи крепко такой. Это тоже капсульный. Я свои капсулы не брал. И капсульную машинку. Что-то с головы вылетело. Отлично. Ага. Бутерброд ты будешь? Скажи, что есть что Строительство идет тут. Прям много кранов. Ну, мы уже тут потихоньку собираемся. У нас вот такой бардак на столе. Ну, сейчас будем убирать уже все. Не до порядков нам было. Ребят, кто узнает, что это за населенный пункт? Может, это город какой-то, блин, не успел прочитать. Вкусняшки в портфеле у меня. Хотя вкусняшки всякие пробуют. Да. Это батончик вот с фисташкой и пломбиром. Блин, непонятно, что это, не успеваю прочитать. Химки. Мы в Химках. Вот он, колесо обозрения. О, как вовремя включился. Река. Ух ты, и самолет еще Маша, видишь, летит. Вон там прямо. А, ну на посадку идет самолет. Видишь? Вон там. Он очень низко был. Левобережным. А тебе надо, чтобы бутерброд с собой? Да? Хорошо. Рома себе сделал двойной бутерброд. О, Останкинская башня сейчас будет. Ее прям уже видно. Только против солнца что-то фигово снимать. Ладно, подождем немножко.
Центральная дорога вроде. О, какая Останкинская башня рядом. Блин. Офигеть. Такое ощущение, как будто мы раньше так рядом не проезжали. Что она прям вот тут. Там, блин, на видео не видно. Офигеть, она огромная. Сейчас должна появиться. О. Вот она. Она с Москвой будет. Ой, когда мы на юг едем, путаю. Так рядом мы, конечно, не проезжали. Сейчас светится в темноте. Ну что, я скорее кушаю. Все в Москве. Что там видно? Не видно? Москва написано. Ходила самое последнее достижение. Выставка такое достижение народного хозяйства. Я вышла последней из вагона. Ребят, забыли, в общем, записать, как выходили с поезда. Я что-то камеру убрал, и все. В общем, все, мы вышли с вокзала, с Ленинградского. Москва встретила нас тоже замечательный солнечный поток, такой же, который нас провожал наш метровоз. Да. Сейчас мы выйдем. Сейчас на площадь 3 вокзалов уже, да, выйдем? С этой стороны, я уже не помню просто. Там сейчас ремонт идет. Так, собственно, мы вышли уже. Ну, как хорошо, что на этой камере хоть такой вот зум есть. Можно увеличивать некоторые штуки. Это у нас гостиница ленинградская. Как сухо, снега вообще нет. Ну, а это у нас Катюша. Что, друзья, на этой замечательной ноте мы будем с вами заканчивать это видео. Надеюсь, вам было с нами интересно, все понравилось. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Рома тоже лайкосик Не забываем поставил. лайкосик под видосом, да? Так, что тут еще можно? Вот там что-то. Ладно, все. Ждите новое видео, врубайте колокольчик, пишите комментарии обязательно.